Когда внуки решили выбросить старый и грязный матрас своего деда, никто в деревне не мог предположить, что этот дряхлый предмет переменит судьбу обычного человека и превратит всю общину в арену жадности и справедливости. Матрас лежал во дворе дома старого Ивана, покрытый пылью и мокрыми пятнами, реликвия позабытой эпохи. И именно в этот момент Мария и Сергей вытаскивали эту тяжелую и грязную вещь наружу. Петр проходил мимо открытых ворот как раз в это время. Мужчина лет 50, каждая морщинка на лице которого рассказывала историю тяжелого труда и разочарований. 2 года назад закрылась городская фабрика, и с тех пор Петр выживал как мог. Рубил дрова для соседей, помогал с ремонтом, зарабатывал кое-как. У него были золотые руки, но не было удачи. Его жена Анна каждый вечер ругала его за то, что денег не хватает даже на нормальный хлеб, но Петр продолжал улыбаться и верить, что все наладится. Во дворе, рядом с разрушенным сараем, у него жили 3 бездомные собаки, которых он подобрал на улице, и 1 хромая кошка, спящая в сарае, потому что он не мог пройти мимо страдающего животного. Мария и Сергей были внуками Ивана, теми, кого старик ждал годами, хотя бы на Пасху или Рождество, но они появлялись только когда им что-то было нужно. Марии было около 30, она была одета в дорогую белую блузку и облегающие черные брюки, на голове у нее были фирменные солнцезащитные очки, а на плече — дизайнерская сумка. Ее брат Сергей был в дорогой рубашке и модных джинсах, от обоих пахло презрением ко всему, что означала эта забытая деревня. Они приехали на черном БМВ, высокомерно припарковав машину посреди узкой улицы и перегородив проезд, но никто не осмелился что-либо сказать, потому что они были городскими, а значит, более важными. Когда они открыли дверь дома покойного деда, Мария прикрыла нос платком и громко заявила, что там ужасно пахнет, что отвратительно, как жил старик, что нужно все отбелить, прежде чем кто-либо его осмотрит. Сергей нервно смеялся и выбрасывал вещи через окно. Разбитую посуду, старую одежду, изъеденные молью одеяла. Все летело волной мусора, который нужно было скорее убрать, чтобы продать дом и разделить деньги. Иван умер в одиночестве февральской ночью, в своей холодной постели, и они узнали об этом только 3 дня спустя, когда позвонил мэр и сказал, что им нужно приехать и похоронить его. Похороны были дешевыми. Простой еловый гроб, пластиковый венок, священник, оплативший половину стоимости. Все было сделано за 2 часа, чтобы они скорее вернулись к своим важным делам в городе. Матрас был последним крупным куском, который им нужно было вынести из спальни. Сине-белое полосатое чудище, почти 20 сантиметров толщиной, сшитое из плотной парусины и набитое спрессованным наполнителем. Такие матрасы были в каждом доме в 90-е, когда люди спали на том, что попадалось под руку. Мария попыталась поднять его за один конец, но закричала, что он слишком тяжелый, и она не собирается надрываться ради какого-то старого мусора. Сергей помог сестре, и они вдвоем потащили матрас по полу, оставляя большие пыльные следы, затем вытащили его за дверь, дергая и ругаясь, пока им не удалось сбросить его через перила крыльца во двор, где он упал с громким стуком, подняв облако желтой пыли. Мария посмотрела на матрас с явным отвращением и сказала брату, что не притронется к нему, что он определенно полон жуков и бактерий, что старик, вероятно, мочился на него в последние годы. Сергей согласно кивнул и сказал, что позвонит в мэрию, чтобы отвезли все на свалку, что нет смысла везти этот хлам в город, что его никто не возьмет бесплатно. Они вытащили еще несколько мешков со старой одеждой и сломанные стулья, образовав кучу ненужных вещей, а затем вернулись в дом пересчитывать посуду и искать что-нибудь ценное для перепродажи. Петр проходил мимо случайно, возвращаясь из деревенского магазина, где расплатился последними деньгами за буханку хлеба и дешевый кофе. Увидев кучу вещей во дворе, он инстинктивно остановился, потому что всегда умел замечать предметы, которые можно использовать повторно. В его сарае лежали доски, найденные на заброшенных строительных площадках, выпрямленные гвозди, куски листового металла. Все бережно хранилось, потому что никогда не знаешь, когда понадобится, а денег на покупку не будет. Он увидел матрас и подумал, что он выглядит прочным и тяжелым, не как те новые поролоновые, которые деформируются через 2 года.
Он смог бы разрезать его и сделать подстилки для своих собак, которые спали на холодном цементе. В то утро его большая коричневая собака родила 6 маленьких слепых щенков, которые скулили в деревянном ящике. Петр знал, что им нужно оставаться в тепле, иначе они заболеют и умрут. Весна была еще холодной, ночи опускались до 0 градусов, и все, что у него было, это старые тряпки и газеты. Этого было недостаточно для 6 маленьких существ. Он с интересом наблюдал за матрасом, представляя, как сделает из него толстое, теплое постельное белье. Он сделал несколько шагов к воротам и вежливо позвал, не дома ли кто-нибудь. На крыльце появилась Мария с раздраженным выражением лица, как будто ее потревожили важным делом. Петр вежливо спросил, нужен ли кому-нибудь матрас, или ему следует его выбросить, потому что если они выбросят, то он мог бы забрать его для собак. Мария оглядела его с ног до головы с явным презрением и начала смеяться, крикнув брату, что какой-то нищий хочет взять зараженный матрас для своих собак. Сергей вышел на улицу и посмотрел на Петра как на попрошайку, скучающим тоном сказав, что он может забрать всю кучу, если хочет. Им все равно нужно платить за вывоз, так что он оказывает им услугу. Мария добавила, что он мог бы оказать услугу и забрать остальные вещи на свалку, чтобы убрать это нищебродство. Слово «нищебродство» прозвучало как оскорбление. Петр с трудом сглотнул и вежливо поблагодарил, сказав, что возьмет только матрас, если они не будут против. Сергей отчаянным жестом показал, что пусть возьмет то, что хочет, и вернулся в дом. Петр вошел во двор и подошел к матрасу, положив на него руку. С удивлением он обнаружил, что матрас весит больше, чем ожидал. Когда он ухватился за него покрепче, то почувствовал под тканью странные твердые комки, не похожие на обычную вату или наполнитель. Он предположил, что вата уплотнилась за годы. Ему удалось поднять матрас и положить на плечо, чувствуя, как вес давит на спину и шею. Затем он медленно направился к воротам двора, сохраняя равновесие. Из дома донесся смех Марии. «Посмотри на этого бедолагу, несущего хлам деда. Он, наверное, будет спать на нем». Сергей ответил: «Вот такая жизнь, когда ты никто, без образования и ума, чтобы честно зарабатывать». Петр все слышал, но не обернулся, продолжая идти с матрасом на плече, чувствуя пот под рубашкой. Он сосредоточился только на дороге и на щенках в холодном сарае. Дорога домой была почти 500 метров, проселочная дорога с выбоинами, и с каждым шагом матрас становился тяжелее, словно впитывая его мрачные мысли. Соседи наблюдали из окон. Одни улыбались, зная о привычке Петра находить полезные вещи, другие сочувственно кивали. Пожилая женщина Маргарита в конце улицы, которой было 90 лет, окликнула его, спросив, что он делает с матрасом. Петр, задыхаясь, ответил, что забирает его для собак и новорожденных щенков, которым нужно тепло. Маргарита одобрительно кивнула и сказала, что он хороший человек, потому что думает о животных, когда другие насмехаются даже над людьми. Она добавила, что внуки Ивана — бестии, которые бросили старика умирать в одиночестве, и что было бы лучше, если бы Бог не давал им ни копейки из того богатства, которое старик ищет по всему дому. Петр поблагодарил ее и продолжил путь, чувствуя, как мышцы дрожат под тяжестью груза. Дойдя до своих ворот, ему пришлось остановиться и перевести дух. Его двор был маленьким и неухоженным, полным старых инструментов и распиленных дров, ржавой телеги в углу, а сзади стоял сарай из неоштукатуренных кирпичей с проржавевшей крышей. Когда Петр внес матрас внутрь, собака подняла голову и благодарно завиляла хвостом. Щенки были крошечными, розовыми и слепыми, с мягкими лапками, ищущими источник тепла. Петр почувствовал нежность, понимая, что этим созданием он нужен для выживания. Он положил матрас на бетон и осмотрел его, заметив темные пятна и затхлый запах. Когда Петр собирался выйти за ножом для резки, собака внезапно выскочила из коробки и приблизилась к матрасу, настойчиво обнюхивая определенное место у левого края. Она не выглядела агрессивной, а скорее любопытной, водя мордой по поверхности, словно обнаружила там что-то интересное. Собака начала царапать лапой это место, затем посмотрела на Петра и залаяла. Петр рассмеялся и сказал ей успокоиться, что он разрежет матрас и сделает подстилку для щенков, но собака продолжала царапать. Петр приложил руку к этому месту и почувствовал под пальцами твердый прямоугольный комок, совсем не похожий на спрессованную вату. Он надавил сильнее, и форма стала ясна.
что-то твердое, завернутое и скрытое под слоями ткани. Его сердце забилось быстрее от странного предчувствия, что это не просто старый матрас, набитый ватой. Петр несколько секунд стоял, положив руку на комок, спрятанный в матрасе, чувствуя, как учащается его сердцебиение, а мысли роятся в голове, пытаясь угадать, что же может быть внутри. Его первая теория — старый Иван спрятал важные документы. На дом или землю, может быть, даже завещание, которое внуки отчаянно искали, не понимая, что сокровища находятся под их носом в мусоре, который они выбросили. Он снова надавил пальцами, и форма стала ясна. Довольно большой пакет, завернутый в пластик. И там было еще что-то. Под первым слоем лежали другие предметы, целая куча вещей, спрятанных кем-то, кто точно знал, что делал. Он резко вскочил и выбежал из сарая к дому, промчавшись мимо кур и чуть не задев старую тележку. Затем направился на кухню, где Анна мыла посуду. Он быстро спросил ножницы для резания ткани, не рассказывая подробностей, потому что сам не был уверен, что нашел. Анна достала ножницы из ящика и вернулась к работе, кивнув, что ее муж действительно нечем заняться, кроме как возиться с мусором. Когда Петр вернулся в сарай, собака с верным взглядом стояла у матраса, словно охраняя сокровища, а щенки поскуливали в коробке. Петр присел рядом с матрасом, схватил край толстого полотна и начал разрезать его ножницами, чувствуя, как железо лезвия борется со старыми нитями. Полотно было прошито плотными двойными стежками, как работа старых портных, знавших, что их работа должна выдерживать десятилетия. Он разрезал вдоль одной стороны почти на метр, и материал разошелся, как старая рана, обнажив желтый толстый наполнитель. Он засунул руку и начал вытаскивать куски ваты, материал, который когда-то был белым и мягким, а теперь спрессовался и пропитался запахом пота и плесени. Вата падала пушистыми кучками, и собака с любопытством смотрела и обнюхивала материал. Вытащив примерно половину наполнителя, его рука наткнулась на что-то одновременно твердое и мягкое — пакет в прозрачной пластиковой пленке, перевязанный коричневой клейкой лентой 90-х. Он схватил пакет и вынес его на улицу, держа в слабом свете. Внутри он увидел бумаги, белые и желтые листы, напечатанные и рукописные. Он сорвал клейкую ленту, издав резкий звук. Когда он открыл пакет, увидел десятки печатных листов с логотипом компании, которую узнал слишком хорошо. Это были квитанции от Керитас, финансовой пирамиды 90-х, которая обещала людям чудесное умножение денег, а затем исчезла, забрав сбережения целого поколения. Петр почувствовал боль в груди и вспомнил, как его родители вложили деньги в эту аферу, как отец мечтал о новом тракторе, как мать плакала, узнав, что все исчезло. Он прочитал одну квитанцию — 200 тысяч леев, целое состояние для крестьянина. Старый Иван, вероятно, вложил туда все сбережения от продажи молока и яиц, мечтая разбогатеть. Петр печально прошептал: «Старый Иван, ты тоже попал в эту ловушку». И собака завиляла хвостом, словно понимая боль в его голосе. Он отложил квитанции и снова полез в матрас. И сразу нащупал что-то твердое, новую посылку. Когда он открыл ее, внутри оказались банкноты. Старые румынские банкноты с лицом известного поэта. Целые пачки леев 90-х, перевязанные резинками. Петр пересчитал, но понял, что эти банкноты давно вышли из обращения, когда страна убрала 4 нуля. Теперь они ничего не стоили, кроме как для коллекционеров, которые платили символические суммы. Петр почувствовал разочарование, словно холодная волна. Он нашел лишь печальные воспоминания и мертвые деньги. Но что-то подтолкнуло его продолжать. Тихий голосок в голове говорил, что если старик спрятал столько, то может быть что-то еще более важное. Он разрезал матрас дальше, проделав большую дыру длиной почти 2 метра, и начал вынимать весь наполнитель разом, дергая обеими руками, словно копая золото. В центре матраса, в геометрическом центре, где вес спящего человека был бы максимальным, он нашел последний пакет, отличавшийся от остальных. Он был завернут не только в прозрачный пластик, но и в несколько слоев синей электроизоляционной фольги, которую использовали электрики. Все было перевязано тонкой джутовой бечевкой, образуя плотный защищенный кокон.
Пакет был тяжелым, намного тяжелее остальных, и когда Петр поднял его, почувствовал, что внутри что-то плотное и компактное, не легкие бумаги, а предметы с реальным весом. Его сердце забилось быстрее, руки задрожали, когда он начал развязывать бечевку, завязывая узлы один за другим, пока синяя фольга не начала распадаться. Под ней был еще один слой прозрачного пластика, а под ним идеально аккуратные пачки банкнот, совсем не похожие на старую ветошь. Эти банкноты были другого цвета, на них были напечатаны символы, которые он узнал из телевизионных репортажей. Поднеся пачку к свету, он прочитал надпись «Deutsche Mark» и увидел крупные цифры 100. В руках он держал немецкие марки, твердую валюту, которая доминировала в Европе до введения евро, банкноты, которые старый Иван собирал годами и прятал в самом безопасном месте, в своей постели, где спал каждую ночь, охраняя свое богатство тяжестью своего тела. Он снял все пакеты с матраса и разложил их на цементе рядом друг с другом. 10 одинаковых пакетов содержали по 50 100-марковых купюр, что означало 5000 марок в каждом и 50 тысяч марок в общей сложности. Он попытался быстро подсчитать, вспомнив, что марки можно обменять на евро по фиксированному курсу примерно 1 к 2. Это означало, что перед ним лежало около 25 тысяч евро, огромное состояние для человека, который зарабатывал 50 евро в месяц случайными работами. У него пересохло во рту, грудь сжалась, словно его придавили тяжелой плитой, и в ушах зазвенело. Он с трудом поднялся с цемента, хрустнув коленями, затем выскочил из сарая, топотая как пьяный, и выкликнул имя жены таким громким голосом, что Анна выбежала из дома с полными руками мыльной пены, думая, что случилось что-то серьезное. Она подошла к нему, испуганно спрашивая, что произошло, почему он кричит, а Петр не мог говорить, он лишь указывал на сарай и отчаянно жестикулировал. Анна вошла и, увидев кучу банкнот на цементе, рядом с разорванным матрасом, застыла на месте с широко раскрытыми глазами. Петр с трудом прошептал, что нашел деньги в матрасе Ивана, что это немецкие марки, что они стоят 1000 евро. Анна сделала 2 шага вперед и упала на колени рядом с банкнотами, подняв пачку обеими руками и глядя на них, словно на видение. Она расплакалась, слезы текли по щекам и падали на пластик. Затем закрыла лицо руками и молилась вслух, благодаря Бога за помощь, за то, что он послал им спасение от страданий. Петр сел рядом с ней, и они оба стояли в холодном и темном сарае, окруженные грязной ватой и банкнотами, которые сияли, как факелы надежды. Собака со щенками смотрела, не понимая, почему люди одновременно плачут и смеются, а снаружи солнце начало садиться, отбрасывая длинные тени на двор. Но их счастье продлилось недолго, потому что в деревне сплетни распространялись быстро, а Анна не умела хранить секреты. В момент безумной эйфории она не могла представить, что каждое ее слово вскоре превратит их жизнь в кошмар. Анна не продержалась и 2 часов после находки. Когда Петр устало уснул, она выскользнула из дома с кошельком и направилась в деревенский магазин с твердой решимостью в глазах. Несколько месяцев она покупала в кредит, и долги непрерывно росли, став постыдным бременем. Но теперь в ее кошельке было 2 банкноты, и она была уверена, что смогут выплатить все. Магазин был небольшим зданием с пыльными полками и старой хозяйкой Еленой, которая знала все деревенские секреты, потому что все заходили туда посплетничать. Когда Анна вошла, Елена как раз разговаривала с другой женщиной о том, как мэр хочет заасфальтировать главную дорогу, но нет денег. Увидев Анну, продавщица удивленно подняла брови, потому что знала, что у этой семьи нет денег, и обычно только Петр просил в кредит буханку хлеба. Анна поприветствовала ее широкой улыбкой и попросила килограмм фарша, консервированные помидоры, хороший кофе, сахар, муку и даже шоколадку для себя, потому что она давно ничего не ела. Елена медленно и подозрительно раскладывала товары, спрашивая, есть ли деньги. Анна достала банкноты и положила их на прилавок, сказав, что платит наличными и скоро погасит весь долг. Елена взяла банкноты и посмотрела на них с подозрением, затем прямо спросила, откуда у них деньги, ведь вчера Петр просил хлеб в кредит. Анна не удержалась и с плохо скрываемой гордостью сказала, что Бог помог им, что они нашли что-то ценное, и их жизнь изменится навсегда. Елена наклонилась над прилавком
глаза сверкали любопытством, и спросила, что именно они нашли. Анна, хотя знала, что должна молчать, не устояла перед искушением и прошептала, что Петр нашел что-то в матрасе старого Ивана, что-то очень ценное. Это было достаточно. Как только Анна вышла, Елена повернулась к другой женщине и драматично прошептала, что Петр нашел золото в матрасе Ивана, поэтому матрас такой тяжелый. Менее чем за час слух распространился по деревне со скоростью лесного пожара, и каждый, кто услышал, добавлял свои детали и преувеличения. Одни говорили о золотых украшениях, другие — о монетах времен королей, третьи — о украденных бриллиантах из России. Никто не знал точно, что нашел Петр, но все понимали, что это ценно, и люди начали демонстративно проходить мимо его дома, бросая любопытные взгляды через забор. Мария и Сергей все еще находились в деревне, остановившись в мотеле, потому что им нужно было уладить дела в мэрии и с нотариусом, связанные с продажей дома деда. Когда слуг дошел до них от горничной, они замерли в шоке. Мария вскочила из-за стола и закричала, что это невозможно, что матрас принадлежит им, потому что это была собственность их деда, и все, что в нем, принадлежит им по наследству. Сергей ударил кулаком по столу и сказал, что они идиоты, что выбросили матрас, не проверив, и теперь бездомный из деревни крадет их наследство прямо у них на глазах. Они выбежали из мотеля и побежали к машине. Мария нервно разговаривала по телефону с адвокатом в городе, спрашивая, что им делать. Адвокат ответил, что все зависит от того, что было найдено и при каких условиях предмет был брошен, что закон не ясен, и им нужно выяснить, смогут ли они доказать, что их обманули. Сергей мчался к дому Петра, забрызгивая грязью детей. Подъехав к воротам, они увидели нескольких соседей, разговаривающих и поглядывающих на сарай. Мария вышла из машины, захлопнув дверь, и выкрикивала имя Петра сердитым голосом. Петр вышел из дома в растерянности. Мария прошла через ворота и остановилась в 2 метрах от Петра, указывая пальцем и крича, что он вор, что он украл их наследство, что он должен вернуть все. Петр пытался говорить спокойно, утверждая, что ничего не крал, что матрас ему отдали и есть свидетели. Но Мария не хотела слушать логику, она кричала, что они не знали о деньгах, что если бы знали, не выбросили бы матрас, и что теперь он должен все вернуть, иначе они вызовут полицию и будут судиться. Сергей присоединился, говоря, что их дед вложил деньги для них, а не для какого-то ничтожества, и если у Петра есть честь, он отдаст деньги. Соседи перешептывались. Одни говорили, что внуки правы, потому что деньги принадлежали деду, другие возражали, что слышали, как Мария и Сергей насмехались над стариком, похоронили его как нищего, выбросили все как мусор. Старая Маргарита крикнула, что внуки не приходили к деду 5 лет, что старик умер в одиночестве, а теперь они прилетают как стервятники. Она сказала, что если Бог хотел, чтобы Петр нашел богатство, то только потому, что он был хорошим человеком, спасал животных и помогал нуждающимся. Мария сердито велела ей не вмешиваться и занимать свое место, что это юридический вопрос семьи. Но Маргарита не сдалась и продолжала говорить, что внуки — ублюдки, заслуживающие того, чтобы остаться ни с чем. Напряжение нарастало, и когда Петр попытался объяснить, что матрас был брошен, Мария сделала угрожающий шаг и сквозь стиснутые зубы заявила, что ее плевать на объяснение. Она хочет деньги сейчас, иначе будет жалеть всю жизнь. Сергей достал телефон и сказал, что звонит в полицию, что это кража, и Петр проведет ночь в тюрьме. Сердце Петра заколотилось в груди от страха, потому что он не знал своих прав, и может ли полиция действительно арестовать его за находку. Анна выбежала из дома в слезах и упала рядом с мужем, говоря, что нужно вернуть деньги, что не стоит связываться с законом. Но Петр твердо сказал нет, что эти деньги он нашел в выброшенном предмете, что Иван положил их туда не просто так, и неправильно уступать жадным людям, которым никогда не было дела до старика. В этот момент подъехала полицейская машина и вышел Константин, местный полицейский, который знал каждого мужчину в деревне. Сергей подбежал к нему и начал объяснять, что этот человек украл их наследство. Константин поднял руку, прося спокойствия, и попросил рассказать с самого начала.
Он выслушал обе стороны, затем сказал, что ситуация сложная, что на месте невозможно решить, кто прав, и что все они должны явиться в полицейский участок. Деньги будут конфискованы как вещественные доказательства до тех пор, пока судья не решит, кому они принадлежат. Мария возразила, сказав, что деньги их, и нет необходимости в конфискации, но полицейский перебил ее, сказав, что такова процедура. Константин попросил Петра принести деньги, чтобы он их безопасно забрал. Петр отправился в сарай в сопровождении внуков и любопытных соседей, которые хотели своими глазами увидеть сокровище, о котором говорила вся деревня. Увидев пакеты с марками, Мария и Сергей замерли с открытыми ртами, поняв, что это действительно состояние. Мария расплакалась, говоря, что это деньги, которые дедушка копил для них, что несправедливо их терять. Но Константин проигнорировал их и начал пересчитывать пакеты, складывая их в большой пластиковый пакет, который заклеил и на котором написал дату и место конфискации. Пока полицейский клал деньги в машину, Мария приблизилась к Петру и прошептала угрожающе, что она пожалеет, что все переломает, что у нее есть влиятельные враги в городе, обладающие деньгами и связями. Петр посмотрел в ее полные ненависти глаза и впервые почувствовал настоящий страх. Не страх нищеты, а страх перед злыми людьми, которые могут причинить вред просто так. Он понял, что обнаружение денег — это только начало кошмара. Дорога к полицейскому участку была напряженной и тихой. Петр и Анна шли пешком, а Константин подвез Марию и Сергея. В участке полицейский заставил всех ждать в холодном коридоре, пропахшем дезинфицирующим средством, а затем по очереди вызывал их для дачи показаний. Мария первой вошла в кабинет и громко рассказывала, как они стали жертвами кражи. Константин терпеливо выслушал и прямо спросил, отдали ли они матрас Петру или Петр взял его без разрешения. Мария замялась, прежде чем ответить, что да, технически они разрешили ему взять его, но только потому, что хотели избавиться от мусора, а не потому, что хотели подарить ему содержимое. Полицейский записал это. Сергей повторил примерно то же самое, добавив, что дед копил деньги всю жизнь, и только они имеют право унаследовать его состояние. Когда настала очередь Петра, он дрожащим голосом объяснил, как он увидел матрас, попросил разрешения, как Мария и Сергей смеялись над ним, этому есть свидетели. Он сказал, что ничего не знал о деньгах, что он хотел матрас только для щенков, и когда нашел банкноты, подумал, что это благословение Божье. Константин записал все и сказал Петру, что ситуация осложнена, что есть аргументы обеих сторон, но в конечном итоге судья решит, кому принадлежат деньги. Закончив записывать показания, Константин вызвал всех обратно и сказал, что нужно внимательнее осмотреть деньги, чтобы найти дополнительные улики. Он достал сумку с марками и начал открывать каждый пакет, пересчитывая банкноты и проверяя, нет ли среди них документов или чего-нибудь, что могло бы доказать намерение старика. Мария и Сергей нервно следили за каждым движением, надеясь, что он не найдет ничего, что могло бы разрушить их шансы. Петр сидел в кресле, дрожа от адреналина, ожидая вердикта, который так или иначе изменит его жизнь. В 7-м пакете, прямо посередине купюр, Константин обнаружил сложенный в 4 лист бумаги, белый лист с синими линиями и слегка пожелтевшими от времени краями. Он осторожно развернул его, увидев, что на нем синими чернилами, дрожащим и нечетким почерком написан текст. Сначала он прочитал текст скользящим взглядом, и его выражение лица постепенно изменилось с нейтрального на удивленное, затем на серьезное. Закончив читать, он поднял взгляд на внуков, а затем на Петра с такой сосредоточенностью, что все поняли, что он нашел нечто чрезвычайно важное. Константин тихо прохрипел и сказал, что в пакете найдено рукописное письмо, вероятно, старого Ивана, и что текст может полностью изменить правовую ситуацию. Мария встала со стула и попросила показать письмо, но полицейский жестом пригласил ее сесть и сказал, что прочитает его вслух, чтобы все могли услышать содержание. Он взял лист, поправил очки и начал читать четким голосом. В письме говорилось, что старый Иван Петрович в здравом уме и совести писал эти строки 31 декабря 2023 года, зная, что его жизнь подходит к концу. Он писал, что внуки Мария и Сергей
не приезжали к нему 5 лет, не отвечали на звонки, не прислали поздравлений с днем рождения, и что на Рождество и Пасху он сидел один, ел хлеб с луком и плакал о тех временах, когда семья что-то значила. Он писал, что знал, что внуки ждут его смерти, чтобы продать его дом, что для них он был обузой и позором перед друзьями в городе, и что за это он проклинал их и не хотел, чтобы они получили хоть цент от его труда. Он написал, что деньги в матрасе — 50 тысяч немецких марок, заработанные им за 5 лет работы в Германии в молодости, когда он мечтал о лучшей жизни. Он хранил их всю жизнь, надеясь помочь внукам, но теперь понял, что им ничего не нужно, кроме его смерти. Он написал, что хочет, чтобы деньги достались тому, кто похоронит его с достоинством или поставит крест на его могиле, или хотя бы упомянет его имя после смерти с добротой, потому что человек заслуживает уважения, как бы беден он ни был. Он написал, что если внуки попытаются забрать деньги, он проклинает их, чтобы они не делились с ними счастьем, что эти деньги прокляты за жадность. В конце старик дрожащей подписью поставил свои инициалы и дату — 31 декабря, написав крупными буквами, что это его последнее завещание, и что если закон имеет силу, то желание покойного, который честно трудился, должно быть исполнено. Когда Константин закончил читать, в кабинете воцарилась тяжелая и гнетущая тишина. Никто не осмеливался говорить, потому что слова покойного старика звучали как приговор из потустороннего мира. Мария отреагировала первой, резко вскочив и закричав, что письмо — чушь, что дедушка впал в слабоумие и не понимает, что пишет, что любой судья поймет, что больной старик не способен принимать обоснованные решения. Сергей присоединился, заявив, что они будут оспаривать подлинность письма, что приведут свидетелей его психического состояния, что он, вероятно, страдал деменцией или болезнью Альцгеймера. Константин поднял руку, прося их замолчать, и спокойно, но твердо заявил, что в стране собственноручное завещание имеет полную юридическую силу, если оно написано от руки, подписано и датировано. Он добавил, что письмо соответствует этим условиям, и если они хотят его оспорить, им нужно доказать в суде отсутствие дееспособности, что крайне сложно. Петр слушал весь разговор словно во сне, не веря, что старик оставил письмо, которое давало ему право на деньги. Он пытался вспомнить, говорил ли он когда-нибудь о чем-то важном с Иваном или делал ли что-то особенное. Он вспомнил, что в последние месяцы жизни старика несколько раз приносил ему нарубленные дрова для печи и однажды дал буханку хлеба, испеченного Анной, потому что видел, что старик ест только черствый хлеб. Ничего героического, просто простые жесты порядочного человека, который видит страдающего соседа. Но теперь он понимает, что этих жестов было достаточно, чтобы одинокий человек вспомнил о нем в своем последнем желании. Мария и Сергей продолжали протестовать, заявляя, что никогда не примут, чтобы кто-то посторонний забрал их наследство, что они дойдут до Верховного суда, что у них есть деньги на лучших адвокатов. Константин велел им успокоиться, заверив, что судебный процесс будет проходить в обычном порядке, что деньги останутся в участке как вещественные доказательства до тех пор, пока судья не определит, кому они принадлежат. Он добавил, что письмо будет отправлено на экспертизу, но первые признаки указывают на то, что оно написано той же рукой, что и официальные документы покойного, поэтому шансы на признание завещания действительным довольно высоки. Из участка они вышли через несколько часов. Мария все еще была в ярости, угрожая Петру, что его жизнь превратится в ад. Когда судебные назначения были установлены, Петр понял, что впереди длительное разбирательство. Ночи были кошмарными. Кто-то бросал камни в окна, оставляли угрожающие письма, распространяли слухи в деревне. Люди шептались, что Петр манипулировал стариком, что он какой-то мошенник. Но были и те, кто верил в него и поддерживал. Старая Маргарита, соседи, которые слышали его вежливую просьбу о матрасе, одна женщина, учительница из соседнего города, связала его с молодым и умным юристом Андреем, который согласился представлять его интересы бесплатно, потому что случай его заинтересовал, и потому что он был внуком Маргариты. Когда начался судебный процесс, Петр вошел в зал суда с Андреем. Зал был переполнен, и у Петра сжался желудок, когда он увидел 3 адвокатов в дорогих костюмах рядом с Марией и Сергеем, которые смотрели на него с ненавистью. Судья, строгая женщина с седыми волосами, открыла дело. Адвокат семьи быстро говорил о том,
что старый Иван впал в маразм, что Петр манипулировал им, что завещание подозрительно и, вероятно, подделка. Он потребовал графологической экспертизы. Адвокат Петра спокойно заявил, что старик был в полном сознании, что завещание было написано за 3 месяца до находки матраса, поэтому манипуляции были невозможны, и что истинные виновники — внуки, пренебрегавшие стариком. Он показал письмо, которое Иван написал в мэрию за 2 месяца до смерти, доказывая его ясность ума. Затем судья выслушал свидетелей. Соседа, который сказал, что Иван был грустен только потому, что семья забыла его. Елену из магазина, которая признала, что старик плакал. Врача, подтвердившего, что у него нет когнитивных проблем, только депрессия. Когда Петра вызвали для дачи показаний, его голос дрожал, когда он объяснял, что взял матрас для собак, что ничего не знал о деньгах, что иногда помогал старику с дровами, потому что это поступок порядочного человека. Затем судья потребовала графологическую экспертизу. Секретарь принес запечатанный конверт и положил его на стол. Судья вскрыла печать, открыла конверт и начала читать про себя. Каждая секунда казалась вечностью. Судья поднял голову, посмотрел на Петра, затем на семью Станку и произнес одно слово — «подлинное». Мария закричала, что это невозможно, что они будут подавать апелляцию. Судья ударила молотком по столу, прося тишины. Объявив 30-минутный перерыв, судья затем вернулась и четким голосом зачитал вердикт. Завещание действительно. Экспертиза подтвердила подлинность, свидетели подтвердили ясность ума покойного, и нет никаких доказательств манипуляций. Намерение старика было ясно. Деньги должны достаться тому, кто помнил его с добротой, а Петр был единственным, кто проявил сострадание. Таким образом, 25 тысяч евро по праву принадлежат Петру и Анеску, а судебные издержки оплатит семья Станку. Когда судья закончил зачитывать приговор, в зале суда воцарилось молчание, которое продлилось несколько секунд, прежде чем Мария закричала, что это несправедливость, что судья был подкуплен, что суд коррумпирован. Сергей крикнул, что они подадут апелляцию, что пойдут в апелляционный суд, а затем в Верховный суд, что у них есть деньги и ресурсы, и что Петр никогда не увидит ни копейки. Судья повысил голос и потребовал, чтобы они немедленно покинули зал, иначе вызовет охрану. Адвокаты пытались успокоить своих клиентов, подтаскивая их к двери. Петр все еще сидел в кресле, потрясенный, не в силах осознать, что выиграл. Анна плакала рядом с ним, повторяя, что Бог велик и справедлив. Андрей похлопал его по плечу, сказав, что он хорошо справился, что заслуживает каждую копейку этого состояния. Теперь нужно было подождать несколько дней, пока суд вынесет письменное решение. Они вышли из зала суда в большой коридор. Мария и Сергей были окружены адвокатами. Когда Петр проходил мимо них по пути к лестнице, Мария внезапно бросилась на него. Ее лицо было искажено от ярости. Она кричала, что он мерзкий вор, спекулянт, обворовывающий стариков, что он превратит ее жизнь в ад. Андрей вмешался, поставив себя между ними, и спокойно сказал ему успокоиться и идти домой, что суд закончился. Но Мария ничего не слышала, ее глаза налиты кровью. Сергей схватил ее за руку и попытался оттащить, говоря, что она не заслуживает криминальных проблем, но Мария резко дернулась и плюнула в Петра, промахнувшись. Андрей достал телефон и сказал, что вызовет охрану суда. В этот момент 2 охранников подбежали посмотреть, что происходит. Адвокаты схватили Марию и потащили вниз по лестнице. Последнее, что услышал Петр, был ее крик с лестницы о том, что они его уничтожат. Они вышли из здания суда на ступеньки, где ярко светило солнце, и люди шли занятые своими делами, не подозревая, что здание суда только что вынесло решение, изменившее жизни людей. Константин сказал Петру, что нужно быть очень осторожным в ближайшие дни, не ходить одному ночью, хорошо запирать дом. Он также сказал, что семья имеет право подать апелляцию в течение 30 дней, но их шансы очень малы, потому что вердикт был хорошо аргументирован. Скорее всего, через несколько месяцев все будет завершено. Они взяли такси до автовокзала. По дороге Анна с энтузиазмом рассказывала о том, как они потратят деньги. Отремонтируют дом, купят холодильник, может быть, даже подержанную машину. Петр слушал с улыбкой, но в глубине он был все еще напряжен. Он чувствовал, что что-то не так,
что победа далась слишком легко после всех угроз, которые они пережили, и что семья не так-то просто отдаст деньги. Когда они приехали в деревню, было почти 6 часов вечера. Улица была тихой, дети играли перед магазином, старая Маргарита сидела на скамейке, вязала и наблюдала. Петр и Анна вошли во двор и увидели, что все выглядит нормально. Собаки радостно встретили их. Анна пошла готовить ужин, а Петр остался кормить животных, чувствуя, как напряжение начинает рассеиваться. Примерно в 8 часов вечера, когда на деревню опустилась темнота, Петр услышал звук двигателя. Черный БМВ резко остановился перед его домом, подняв облако пыли. Из машины вышли Мария и Сергей, оба в повседневной одежде, их лица были мрачными и угрожающими. Петр почувствовал, как участилось сердцебиение, и крикнул Анне оставаться внутри и запереть дверь, предчувствуя серьезную беду. Мария резко пинком распахнула ворота и вошла во двор. Когда Петр спросил, что они делают в такое время, Мария ответила сухим смехом, что пришли вернуть то, что им принадлежит по праву, и что если закон им не поможет, то они добьются справедливости сами. Сергей направился к сараю, словно знал, куда идти, а Петр побежал за ним. Сергей сильно толкнул его, отчего он упал на цемент. Мария подошла и сквозь стиснутые зубы потребовала рассказать, где он спрятал деньги, что она знает, что он взял их у полиции и принес домой. Петр попытался объяснить, что деньги все еще в полиции в сейфе, пока суд не вынесет письменное решение, но Мария не хотела слушать. Сергей вышел из сарая с топором и направился к дому, сказав, что если он не отдаст деньги добровольно, она разобьет все. В этот момент на крыльцо вышла Анна с телефоном в руке, крича, что она вызвала полицию. Мария ответила, что ее плевать на полицию, и бросилась к Анне. Но собаки, которые до этого спокойно сидели во дворе, начали сердито лаять. Большая коричневая собака бросилась на Марию и укусила ее за лодыжку. Она закричала от боли и упала в грязь. С улицы послышался вой сирены полицейской машины, и соседи начали выходить из домов, привлеченные шумом. Полицейская машина остановилась, и вышел Константин с коллегой. Увидев ситуацию, Марию, пытающуюся выбраться из грязи, и собак вокруг нарушителей, полицейский сразу понял, что произошло. Он остановил внуков, и Анна объяснила, что они силой ворвались во двор, толкали и угрожали, что один из них взял топор и хотел взломать дом. Константин посмотрел на Сергея с топором, затем на Марию с порванными штанами и кровью на лодыжке. Его выражение лица стало суровым. Он сказал, что везет их в полицейский участок за незаконное проникновение и попытку нападения. Мария возразила, что они жертвы, что Петр присвоил их наследство, но Константин перебил ее, сказав, что суд вынес однозначный вердикт, и если она его не уважает, то это уже уголовное нарушение. Он посадил их обоих в машину под любопытными взглядами соседей, и Петр услышал, как кто-то сказал, что эти внуки — настоящие ублюдки, заслуживающие тюрьмы. После того, как машина уехала, Петр сидел на крыльце, дрожа от адреналина, а Анна сидела рядом, плача от страха и облегчения. Соседи расходились, бросая сочувствующие взгляды. Старая Маргарита подошла и сказала Петру, что гордится им, что он вел себя достойно, и что старый Иван был бы рад узнать, что его деньги достались хорошему человеку, а не каким-то жадным ублюдкам, которые не понимают, что такое уважение и семья. На следующее утро Константин позвонил и сказал, что Мария и Сергей провели ночь под стражей, что прокурор согласился на сделку, согласно которой внуки навсегда откажутся от своих претензий и получат только штраф и запретительный ордер. Их адвокаты капитулировали, потому что альтернативой был длительный уголовный процесс, который полностью разрушил бы их репутацию. Петр немедленно согласился, почувствовав, как с его плеч свалился огромный груз, осознав, что все наконец-то закончилось, что эта семья больше никогда не будет его преследовать. 2 недели спустя Петру позвонили и сообщили, что окончательное решение вынесено, и он может забрать деньги в участке. В то июньское утро он поехал в город с Андреем, и в полицейском участке небольшого городка ему вручили запечатанный пакет с 10 пачками марок и поздравили его, сказав, что он один из немногих счастливчиков,
которые выигрывают, когда система кажется настроена против них. С вокзала они отправились прямо в местный банк, где Петр обменял марки на евро, получив ровно 24 932 евро наличными, внушительную стопку банкнот, которую кассир дважды пересчитал. Андрей помог ему открыть банковский счет, куда он внес большую часть суммы, оставив лишь несколько тысяч наличными, а затем дал советы о том, как разумно распоряжаться деньгами. Первым делом Петр сдержал обещание, данное старику Ивану, и отправился в лучшую в городе фирму по изготовлению надгробных памятников, где заказал большой черный гранитный крест с позолоченными буквами и надписью, которую он написал лично. Здесь покоится добрый человек, который всю жизнь честно трудился, любил свою семью, даже когда они забыли о нем, и который своим последним актом щедрости показал, что доброта ценнее любой кровной связи. Когда крест был установлен 3 недели спустя, Петр организовал поминальную службу, на которой присутствовало много жителей деревни. Священник говорил о прощении и о том, как Бог вознаграждает тех, кто совершает добрые дела. Петре стоял последним у могилы и шепнул земле, скрывавшей останки старика, что благодарит его за доверие и что он никогда не забудет урок о ценности простой доброты. На оставшиеся деньги он сделал то, о чем мечтал все те ночи, когда с трудом засыпал на своем старом матрасе. Он начал ремонтировать свой дом, который годами находился в плачевном состоянии. Он нанял мастеров, которые заменили крышу, побелили стены и установили центральное отопление. Но самым важным моментом стал ремонт кухни и покупка стиральной машины, о которой Анна мечтала много лет. Когда Анна увидела установленный в ванной аппарат, подключенный к водопроводу, она остановилась в дверном проеме, прикрыв рот рукой, и ее глаза мгновенно наполнились слезами. Она несколько секунд стояла, глядя на белый блестящий аппарат, словно это было видение, затем сделала 2 шага вперед и дрожащими руками коснулась крышки аппарата, чтобы убедиться, что это реальность. Она разрыдалась, это был освобождающий крик из глубины ее души, и она так крепко обняла Петра, что едва могла дать ему дышать, говоря сквозь слезы, что не может в это поверить, что 30 лет стирала белье вручную, в холодном тазу во дворе, что ее потрескавшиеся и покрасневшие руки горели зимой от холодной воды, и что теперь она наконец-то чувствует себя нормальной женщиной, заслуживающей уважения и утешения. Она плакала, положив голову на плечо Петра, несколько минут, а он просто крепко обнимал ее, чувствуя, как вся боль и унижение от лет нищеты уходят из нее вместе с этими слезами. Позже, когда она впервые попробовала постирать белье и увидела, как машина сама вращается и пенится, Анна позвала всех соседей, чтобы показать им машину с гордостью, от которой она засияла, и с энтузиазмом рассказала, что теперь она может стирать все, что захочет, не изнуряя руки и спин. Женщины смотрели на нее с завистью, но радовались за нее, говоря, что она заслужила это после стольких лет мучений и нищеты. Петр пожертвовал 10 000 евро дому престарелых, как и обещал Андрею, и когда директор дома престарелых расплакалась, увидев сумму, сказав, что это самое крупное пожертвование, которое они когда-либо получали, Петр лишь попросил ее убедиться, что пожилые люди там знают, что их любят и уважают, даже если их семьи забыли о них. В тот осенний вечер Петр сидел на веранде, где провел столько ночей, беспокоясь о будущем, и смотрел на свой аккуратный двор, на отремонтированный сарай, из которого доносился веселый лай собак, теперь у которых были теплые домики и много еды. Собака, спасшая его в ночь нападения семьи Станку, мирно спала на новом мягком коврике, а ее щенки выросли и бегали по двору. Из кухни доносился голос Анны, тихонько поющей во время готовки. Голос, которого он не слышал от нее уже много лет, когда бремя бедности так сильно давило на нее. Петр закурил сигарету и подумал обо всем, что произошло. О том старом матрасе, который все изменил, о старом Иване, который годами спал на огромном состоянии, копя его для людей, которые этого не заслуживали. О суде, который показал, что справедливость все еще существует, когда за нее борются хорошие люди. Он вспомнил Андрея, который помог ему, ничего не прося, старую Маргариту, которая ему доверяла, соседей, которые были рядом, и понял, что величайшим его богатством были не деньги, а открытие того, что в мире еще есть порядочные люди, верящие в добро. Он посмотрел на небо, где начинали появляться звезды, и прошептал слова благодарности старому Ивану, который, вероятно, наблюдал за ним откуда-то сверху и улыбался, видя, что его деньги достигли места назначения.
Собака встала и подошла к нему, положив голову ему на колени. И Петр погладил ее и прошептал, что если бы она не нашла деньги в матрасе, ничего бы не случилось, что она — настоящая героиня этой истории. Анна позвала его из дома, сказав, что ужин готов, и он медленно поднялся и вошел в свой теплый и светлый дом, где стол был накрыт, а еда источала аромат дыма. Впервые в жизни он не думал о том, сколько это стоило или сколько он должен в магазине, а просто наслаждался моментом, зная, что его борьба окончена, и что победа сладка не потому, что он принес деньги, а потому, что он показал, что справедливость и доброта все еще имеют значение в этом мире.